Свидание – преимущество продуктивности для жизни в паре. Экономьте деньги на жилье, еде и коммунальных услугах, если вы живете вместе. Жизнь со своей второй половинкой позволяет вам разделить расходы на жилье, еду, коммунальные услуги, обслуживание автомобиля и другие расходы. Самая большая разница заключается в том, что у вас есть одна стоимость аренды или две суммы по ипотеке. Дом и место для проживания всегда будут вашей самой большой статьей расходов в жизни. Если вы можете разделить эти расходы с соседями по комнате, родителями или вашей второй половинкой, вы можете преуспеть и быстрее добиться финансового прогресса. Вы можете инвестировать больше своих денег, если сократите свои расходы. Это действие может позволить вам раньше обрести финансовую свободу. В любви я рекомендую вам определить, каковы ваши ценности. Есть ли определенные расходы, которые, по вашему мнению, следует разделить? Перечислите их и определите план вклада каждого человека, исходя из ваших расходов. Финансовый выбор, который вы сделаете, будет зависеть от обстоятельств и ценностей обоих людей в отношениях. Чей-то вклад будет меняться со временем и коррелировать с препятствиями в жизни, с которыми мы все сталкиваемся. Дело в том, совместная жизнь сокращает расходы и экономит вам обоим деньги, например, самые большие расходы в жизни на жилье. Общие ресурсы. Пары могут делиться такими ресурсами, как технологии, рабочее пространство, мебель, средства обеспечения безопасности, кухонная техника, средства гигиены и, что наиболее важно, социальные ресурсы. Вещи есть вещи. Возможность делиться вещами может быть бесценной. Это может быть потрясающе. Но истинная ценность, от которой вы получаете больше всего, это возможность делиться социальными ресурсами. Будучи в паре, открывает свою социальную сеть. Например, моя вторая половинка запланировала нам посещение предпринимательского мероприятия. Мне нравится быть спонтанным и позволять ему планировать все за нас. Когда мы приехали, это было мероприятие ветеранов для предприимчивых военнослужащих и их супруг. Когда мы приехали, все воспринимали его как ветерана. На самом деле я был ветераном, и мы оба могли получать удовольствие, участвовать и общаться с другими благодаря тому, что я служил в береговой охране США. Хотя он, возможно, никогда не думал присутствовать на мероприятии без меня, мы оба смогли присоединиться к этому мероприятию, и теперь он может посещать эти мероприятия в любое время, поскольку мы открыли нашу социальную сеть, чтобы включить в нее эту сеть людей. Учитывая наше разное происхождение, у нас, естественно, будут разные друзья и социальные сети. Возможность вместе развивать нашу сеть является только преимуществом. Мы можем расти как люди и добиваться большего успеха в жизни благодаря нашим разнообразным ресурсам, независимо от того, являются ли они объектами, деньгами или людьми. Эта система поддержки помогает нам преуспеть в жизни. Это также дает нам возможность заняться веселыми делами, которыми мы иначе никогда бы не наслаждались, если бы не были со своей второй половинкой. Возможность распределить обязанности, чтобы сэкономить время. У всех нас есть дела и домашнее дело, такие как мытье посуды, стирка, уборка пылесосом и приготовление пищи. Если разделить задачи по предпочтениям, доступности и срокам. Как пара, вы,
команда и способны решать эти задачи вместе. Пары могут разделить задачи между собой, снизить нагрузку на каждого человека и дать больше времени сосредоточиться на важных задачах. Такая командная работа позволяет улучшить управление временем. Пары могут работать вместе, чтобы более эффективно управлять своим временем. Пары могут планировать задачи и мероприятия таким образом, чтобы максимизировать производительность и снизить стресс для каждого человека. Вы сможете лучше снизить стрессовые факторы для человека, который завален сроками. Оба человека могут активизироваться и делать больше по дому, чтобы помочь друг другу, когда это наиболее эффективно для них. Я предупреждаю, что оба человека должны ценить друг друга, и оба должны делать больше в определенные моменты. У всех должна быть общая ответственность. Excel в командной среде. Пары привыкли жить в команде. Таким образом, они более склонны преуспевать в командной среде. Они лучше осведомлены о других и о том, как действовать наиболее эффективно в ситуациях с другими людьми. Чтобы стать командным игроком, нужно время. Не все люди подвержены командной работе. В детстве я всегда много занимался спортом. Став взрослым, я служил в армии. Наших детей следует помещать в спортивную и другую командную среду, чтобы мы могли лучше выступать в командах. Сегодня это жизненно важный навык. Будучи парой, которая преуспевает в командной среде, это может помочь вам добиться успеха в карьере и на протяжении всей жизни. Когда вы пара, вы живете в команде. Оба человека имеют сильные и слабые стороны. У обоих людей есть приоритеты и препятствия. Оба человека имеют свой собственный способ ведения дел. Вы оба научитесь спокойно жить с другим человеком и станете наиболее эффективными в жизни, основываясь на своих знаниях о себе и другом человеке. Улучшенная система поддержки, способствующая совершенству. Когда вы в паре, если ты упадешь, у тебя всегда будет кто-то, кто поможет поднять тебя в трудную минуту. У всех нас бывают трудные времена. Наличие близких, друзей и семьи предлагает нам систему поддержки, которая помогает нам преодолевать трудности. Эта система поддержки может предложить советы, которые изменят вашу жизнь, уменьшить стрессовые ситуации в семье в трудные времена и предоставить вам действенную помощь, которая поможет вам достичь ваших целей в жизни. Я склонен утверждать, что то, чего вы достигаете в одиночку, никогда не сможет превзойти то, чего вы можете достичь вместе с другими. Иногда другие помогают вам достичь того, чего вы не смогли бы достичь в одиночку, особенно в те же сроки и с таким же качеством. Сила команд бесценна. Жизнь в паре предлагает вам преимущество жизни в команде. Эмоциональная поддержка. Жизнь в поддерживающих отношениях может обеспечить эмоциональную поддержку и мотивацию для достижения целей и преодоления проблем. Они могут стать плечом, на котором можно поплакать. Слушающее ухо, к которому можно высказать свое мнение. Творческий ум, от которого можно получить представление. Эксперт, с которым можно сотрудничать в сфере академических возможностей. Для меня чья-то поддержка и возможность поделиться с кем-то идеями может изменить мою жизнь. Я очень внимательный слушатель. Я получаю большую ценность,
находясь рядом с замечательными людьми. Я часто использую YouTube или онлайн-исследования, когда мне не с кем поделиться мыслями. Потому что онлайн и в социальных сетях вы можете учиться на опыте других объективно, без какой-либо предвзятости, которая может быть у человека в вашей жизни. В интернете вы можете получить объективный совет и увидеть лицо за словами. Будь то наличие любимого человека или возможность найти ответы в интернете, вы можете улучшить общее самочувствие и повысить производительность, имея эмоциональную поддержку со стороны других. Когда этот человек легко доступен и может предложить вам комфорт физического прикосновения в трудные времена, он может предложить преимущества, изменяющие вашу жизнь, помогая вам повысить устойчивость. Умение просить о помощи. Эмоциональная поддержка бесценна. Наличие вариантов также бесценно. Возможность попросить свою вторую половинку о помощи в трудные минуты бесценна. Вам не нужно полагаться на других. Вы можете быть чрезвычайно независимыми. Я призываю вас быть способными и независимыми в жизни. Но когда вам нужна помощь, конечно, приятно иметь рядом кого-то, кто может вам помочь. Способность работать в режиме многозадачности. Жизнь в паре позволяет вам практиковать продуктивность, не отвлекаясь. Иногда у вас также есть конкурирующие обязанности и задачи, поэтому вы также практикуетесь в управлении несколькими задачами в течение дня. Наличие конкурирующих потребностей и обязанностей, а также отвлекающих факторов часто может помочь вам наиболее эффективно управлять временем и производительностью. Некоторые люди ненавидят многозадачность. Я считаю, что это, вероятно, потому, что они этого не практикуют. Когда вы практикуетесь, вы становитесь лучше. Когда вы хороши в чем-то, вы делаете это более эффективно. Чтобы преуспеть в чем-то, делайте это как можно раньше и часто. Практикуйтесь, что немаловажно, получайте от этого удовольствие. Измените свое мышление, и вы обнаружите, что добиться совершенства намного проще. С другой стороны, опытные специалисты по многозадачности часто очень продуктивны, эффективны и результативны в том, что они делают. Я считаю себя экспертом в многозадачности, поскольку некоторое время служил в береговой охране США. Военные отрабатывают навыки тайм-менеджмента. Достижение совершенства при одновременном устранении ошибок в трудных ситуациях с уделением особого внимания времени и качеству имеет жизненно важное значение для вооруженных сил. Я считаю, что эффективное выполнение нескольких задач позволяет мне успевать больше за короткие сроки и получать максимальную отдачу от каждого момента. Ваш разум не закрыт для внешнего мира, вместо этого он воспринимает тонны информации и выполняет действия для наилучшего выполнения каждой задачи, в каждый момент. Когда у вас есть вторая половинка, вы часто жонглируете конкурирующими интересами и слышите фоновые шумы, которые заставляют вас стать отличным специалистом в режиме многозадачности. Веселый или забавный совет из жизни. Был ли у вас когда-нибудь монотонный или крайне негативный человек, которого вам приходилось слушать в классе или на компьютере? Интересный способ сделать эти моменты более позитивными – включить фоновую музыку, которая будет расслабляющей или веселой, чтобы оживить и улучшить настроение презентации или встречи для себя. Просто приостановите его,
когда вам нужно поговорить, или включите воспроизведение в одном ухе, то есть в наушниках. Способность преуспевать, не отвлекаясь. Жизнь в паре часто включает в себя то, что близкие играют музыку или задают вопросы, которые мешают вашей работе или продуктивности. Ваша способность справляться с отвлекающими факторами будет улучшаться, чем больше вы будете практиковать этот навык. Вы также можете весело установить границы или спланировать пространство для себя, чтобы меньше отвлекаться. Зачастую отвлечений невозможно избежать. Вы можете либо извлечь из них максимальную пользу, насладиться моментами, когда ваши мысли отвлекаются от работы, либо расстроиться из-за ситуации. Если вы склонны расстраиваться, предложите действенные решения, чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы, или создайте для себя тихое место. Выделите определенное время в день для работы. Отделитесь и работайте в офисе со своим собственным столом. Держите дверь открытой, когда вы более доступны, и закрытой на собраниях и в моменты глубоких размышлений. Я считаю, что вы можете добиться успеха, если будете продуктивно работать, не отвлекаясь. Лично мне нравится оживлять свой рабочий день фоновой музыкой или академическими видеороликами. Я думаю, что эти вещи делают меня гиперпродуктивным и гипермотивированным в течение дня. Я склонен не просто выполнять рабочие задачи, но и выполнять их с лучшим настроением, энтузиазмом и энергией. Я не из тех участников, которые изо всех сил пытаются не заснуть, напротив, я в восторге и наслаждаюсь даже контентом, представленным худшими ведущими. Если моя работа основана на данных, бессмысленная и занятая работа, я позволяю себе выполнять бессмысленные задачи, учась на академических видеороликах, которые воспроизводятся в фоновом режиме. Стратегическое использование того, что другие называют отвлекающими факторами, может сделать вас более продуктивным и склонным к учебе членом общества. Совместное решение проблем. Пары могут работать вместе, чтобы решать проблемы, обсуждать идеи и давать советы по различным вопросам. Это может позволить им достичь более эффективных и действенных решений в жизни. Пары могут обмениваться идеями друг с другом и более эффективно планировать свои действия. Сотрудничество со своей второй половинкой или с командой в целом может позволить вам повысить свою продуктивность. Иногда то, чего вы можете достичь в одиночку, далеко не то, чего вы можете достичь вместе с другими. Зачастую именно поэтому многие компании и организации так высоко ценят людей, которые умеют сотрудничать с другими. Сотрудничество способствует отличным результатам и результатам. Подотчетность. Находясь в поддерживающих отношениях, вы оба будете ответственны за то, чтобы быть лучше и наиболее эффективно достигать своих целей и мечтаний в жизни. Когда вы находите близкого человека, который действительно заботится о вас, он также придает большое значение поддержке вас в достижении всего, что вы намеревались сделать. Они поддерживают вас в достижении этих целей. Они напоминают вам, когда вы совершаете действия, которые сбивают вас с пути. Они помогают вам оставаться на пути к успеху.
Ваша вторая половинка также помогает вам выполнять обязательства, которые повышают вашу продуктивность и потенциал для достижения успеха. Они знают, чего вы хотите, и помогут вам этого добиться. Будь то просто вера в вас, поощрение вас, помощь вам сохранять мотивацию и позитивный настрой, помощь вам оставаться сосредоточенным, напоминание вам, поддержка вас или принятие реальных действий, которые помогут вам получить результаты, к которым вы стремитесь. Жизнь в позитивных, поддерживающих отношениях может помочь вам быть ответственным и реализовать свои мечты в жизни. Если вы найдете этого человека, не позволяйте ему отойти от вас. Достигайте целей быстрее и эффективнее. Особенно, если ваша вторая половинка ведет успешную жизнь и преуспевает в определенных вещах. Им не обязательно преуспевать во всем. Но когда у вашей второй половинки есть навыки, интеллект, атлетизм или превосходство в чем-то, это также может помочь вам добиться улучшения или совершенства в этих вещах. Конечно, рост может занять время. Но пребывание рядом с ними может помочь вам расти и совершенствоваться наиболее эффективно и действенно. Это потому, что у вас есть поддержка, и вы подсознательно видите, что они делают и как они это делают, что позволяет вам делать все лучше. Общение с ними открывает вам глаза на новые способы ведения дел. Например, вещи, которые помогут вам выполнять задачи быстрее и эффективнее. Я не говорю, что вы будете учиться эффективно. Я говорю, что вы увидите результаты раньше, чем без них. Чтобы овладеть некоторыми вещами, людям требуется короткое время. Чтобы овладеть некоторыми вещами, людям требуется много времени. Это зависит от человека. Являются ли они естественными и быстро обучаемыми, или задача сама по себе сложна? Это не говорит о другом человеке, вы можете многому у него научиться. Ваш рост произойдет в ваше время. Важно отметить, что с их помощью вы справитесь с этой задачей раньше, чем без них. Помогите вам оставаться позитивным и мотивированным. Когда вам весело, ваша производительность часто улучшается. Жизнь в паре может быть веселой и поможет вам сохранять мотивацию для новых занятий. Жизнь в паре помогает вам оставаться более позитивными и оптимистичными, потому что в отношениях постоянно происходят толчки и притяжение. Если вы слишком негативны, пессимистичны и неприступны, вы отпугиваете людей. Каждый хочет иметь позитивные и здоровые отношения. Находясь с кем-то, другой, естественно, может на словах заставить вас быть более позитивным. Подсознательно вы также автоматически живете более позитивной жизнью. Это из-за этого толчка и притяжения вы не хотите напугать человека, который вам нравится или которого вы любите. Вы хотите поддержать и быть рядом с другим человеком. Вы хотите положительно повлиять на их жизнь. Их единственный способ добиться этого – стать положительным активом в вашей жизни. Тот, кто с энтузиазмом привносит энергию в самые трудные дни. Тот, кто отвлекает их весельем, в трудные времена им приходится.
Мы все можем контролировать окружающую среду и продукцию. Возьмите на себя ответственность и возьмите под контроль свою жизнь, чтобы найти способы наиболее эффективного и действенного результата. Я живу по принципу «никаких оправданий». Будьте лучшим собой. Возьмите под свой контроль и найдите способы решения проблем и достижения своих целей в жизни. Иногда лучше иметь выбор. Жизнь с кем-то дает вам больше возможностей. Это позволяет вам найти место для пространства, когда вам это нужно, и найти место для любви, когда вам это нужно. Лично я предпочитаю жизнь в паре, потому что приятно иметь систему поддержки и время для романтики, когда она вам больше всего нужна. Вы всегда можете выбрать свою среду и результат независимо от других. Например, даже в токсичной рабочей среде я работаю на высоком уровне. Да, на мою продуктивность могут влиять мой руководитель или коллеги, но благодаря моему дотошному характеру, я всегда буду достигать бесчисленных результатов каждый день, независимо от других. Я такой, какой я есть. Мои стандарты высоки. Каждый день я буду достигать бесчисленного количества вещей, независимо от внешних и социальных факторов. Мы контролируем нашу продукцию. Возьмите на себя ответственность за свои действия и бездействия. Находите способы выполнять задачи, невзирая на отвлекающие факторы и препятствия. Просто делайте все возможное. Это все, что вы можете сделать в жизни. В качестве бонуса, вот совет, как добиться успеха в отношениях. Рекомендуемый совет для пар по подготовке к занятиям. Женщинам часто требуется дополнительное время, чтобы подготовиться к выходу на улицу. Обычно это происходит потому, что во время моей карьеры в USCG и NOAA я способен выполнять военные зулусские учения, чтобы встать с постели и приступить к работе в течение 3 минут. Например, расчесывание волос занимает бесчисленное количество времени. Когда у вашей второй половинки волосы длиной более 5 дюймов или макияж, который нужно нанести, всегда давайте этому человеку 30 минут или другое количество времени на подготовку. Предупреждение перед отъездом смягчает множество ссор, стрессов и конфликтов. Лучший способ реализовать это – спросить человека, сколько времени ему нужно, чтобы нормально подготовиться. Затем рассчитайте буфер как минимум на 5-15 минут. Затем опишите это, внимание, следующим образом. Скажите нам: «Я хочу выйти из дома в 11:35». Укажите точное время, потому что это поможет нам добиться успеха, достигнув этого времени отправления. Он просто обозначает результат. Нам не нужно считать по математике. Все, что мы делаем, это смотрим на часы и убеждаемся, что выходим за дверь в это время. Я призываю вас понять, какова ваша вторая половинка. Они всегда опаздывают. Являются ли они надежными и своевременными? Тайно добавьте в буфер временные рамки, настроенные для человека. Также делайте напоминания, но не переусердствуйте с ними.
Также не забудьте передать это напоминание и время отправления в любезной форме. Цените тот факт, что этот человек прилагает все усилия, чтобы хорошо выглядеть и заботиться о себе. Выражая признательность за все их усилия и адаптируя свои действия к их потребностям, ты проявляешь заботу. Оцените, как они выглядят, пахнут и готовьтесь вовремя. Для некоторых это огромный подвиг. Подготовиться может быть сложнее, чем кажется. Окончательно. В общем, жизнь со значимым человеком может быть удивительной, особенно когда вы найдете кого-то, кто уравновешивает вас и помогает вам проявить себя с лучшей стороны. Кто-то веселый, позитивный и мотивированный на занятия, которые вам нравятся. Кто-то, кто поддерживает вас, кто ценит и любит видеть вас счастливыми. Жизнь с такой любовью поможет вам обоим преуспеть во всем, что вы делаете.